Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Давайте сделаем с вами общий расклад на тему его мысли о вас сегодня. У нас будет 3 позиции. Первая, вторая и третья. Выбирайте свою. Кому нужно, ставьте на паузу. И давайте, начиная с первого варианта, мы посмотрим мысли загаданного человека о вас именно сегодня. Посмотрим, что же он думает о вас. Первый вариант, единички. Что он думает о вас. Вы знаете, вы для него очень такая достойная девушка, женщина. Карта звезда — это, как правило, какая-то вот более возвышенная, более высокая цель, к которой хочется стремиться. Но вы знаете, если раньше он воспринимал вас действительно как такое, знаете, невинное создание, на текущий момент он понимает, что вы как будто бы начинаете от него закрываться, какие-то тайны у вас появляются, какие-то мысли, в которые вы его не посвящаете, и это его не вполне устраивает, это его настораживает. Что он думает о ваших отношениях? Что он думает о ваших отношениях? Вы знаете, он на самом деле он считает, что у вас есть тайна, и эта тайна связана с тем, что появился в вашей жизни другой мужчина, который вполне располагает вас к себе, вполне готов составить ему конкуренцию, и он как будто бы, вот знаете, начинает ощущать, что именно появление этого мужчины, да, то есть конкурента его прямого, является причиной того, что вы как будто отдалились друг от друга, и здесь прям грядет война, если уже она не идет, если уже она не в процессе. Что он думает о ваших чувствах, которые вы к нему испытываете? Что, по его мнению, вы к нему чувствуете? Он считает, что вы увлечены всерьез другой мужской фигурой. Вот он, мужчина. И кубковый король, и мечевый, это он же. Он считает, что вы действительно сейчас увлечены другим мужчиной. Это может быть человек из вашего прошлого, это может быть мужчина воздушных знаков зодиака, либо же мужчина в форме. Но, как правило, здесь по классике мечевые — это соперники-соперницы. Он считает, что у него есть соперник. Вот вы знаете, он считает, что ваши отношения держатся на каких-то таких, знаете, воспоминаниях очень нежных, на том, что связывает вас из прошлого. И он считает, что вы любите его образ, который был ранее, а то, что сейчас претерпело некую такую трансформацию. И сейчас у вас больше не те эмоции, которые идут от сердца, а осознание того, что вы друг другу можете быть как-то полезны. Посмотрите, я раскладываю, и постоянно на обороте вот эта вот шестерка мечей выходит. Это, как, знаете, символ того, что он уже готов, как будто бы, не то что готов, а он считает, что вы отдалились либо в шаге от отдаления друг от друга. А что он думает о ваших мыслях? Что он считает у вас в голове творится? Но он на самом деле считает, что вы увлечены другим мужчиной, а все, что у вас по отношению к нему, это, знаете, добрые воспоминания и осознание того, что вам так удобно. А что же в мыслях, по его мнению, у вас? Ну, здесь финансовый момент, финансовый вопрос может стоять весьма остро. И он как будто бы, знаете, он считает, что вы готовы от него отдалиться, если уже не отдалились. Но он уверен в том, что вы вернетесь. Он уверен в том, что вы вот как уйдете, так же и вернетесь. Обязательно будет в ваших отношениях какой-то новый виток. Что он думает о вашем отношении к нему, да, как вы к нему в целом относитесь? В целом вы к нему относитесь, по его мнению?
Он считает, что вы в нем разочарованы. Он считает, что вы в нем разочарованы, и вы устали, вы в апатии, он вам наскучил, надоел, вы к нему холодны. Он на самом деле считает, что вы по отношению к нему холодны и в нем разочарованы. А почему разочарованы? Ну, здесь, конечно, у каждого свое разочарование будет, да. У кого-то кто-то что-то не доделал, у кого-то переделал, у кого-то слукавил. Ну, давайте такую основную причину посмотрим. Тройка пентаклей. Вы знаете, в нужный момент вы либо не смогли с ним договориться, либо он не оказал вам должную помощь, поддержку, он не оправдал ваших надежд и доверия. Поэтому, собственно, вы в таком, знаете, состоянии, ну а что с тебя взять, да, ну нет и нет. Не хочешь, значит, будет кто-то другой. А чего он сам хочет, чего он сам на самом деле хочет от вас, от ваших отношений? Чего он хочет? Страсти, романтики. Вы знаете, в первую очередь он считает, что нужно в ваши отношения привнести больше эмоций. И это страсть, и это, да, романтика и легкость. В дальнейшем он будет готов, посмотрите, восьмерка пентаклей, ну вообще это карта работы. Здесь, если вас связывают трудовые отношения, то они, конечно же, в приоритете и выходят на первый план. Если работа не связывает, то здесь, знаете, как ситуация, давай сначала посмотрим, есть ли чувства, оживим наши чувства, а потом будем стараться, да, будем спасать наши отношения. Но на самом деле он здесь такой весьма упрямый, у него есть четкий взгляд на вещи, четкий взгляд на ситуацию, и плясать под чью-то дудку он не намерен, он будет играть только по своим правилам. Но первостепенно он считает, что нужно у вас как-то, вот знаете, вот возродить эти чувства. К чему-то более серьезному он будет готов, он не будет отказываться от этого, да, то есть будет готов стараться работать, вкладываться, но в первую очередь здесь чувства. Он считает, что если не будет чувств, бесполезно, бессмысленно и все остальное. Вот такой был первый вариант. Благодарю всех за просмотр, уважаемые единички. И давайте мы перейдем к нашим двоечкам. Его мысли о вас сегодня. Что же он думает о вас, уважаемые двоечки? Что он думает о вас, двоечки? Ой, десятка кубков. Родная душа. И семья, и общие цели. Ну, здесь прям любовь-любовь. И общие, на самом деле, общие цели, намерения. Такое ощущение, что вот он нашел человека, с которым он готов прожить всю жизнь. Карта звезда. Это долгосрочные, максимально долгосрочные перспективы. Вы понимаете друг друга, вы любите друг друга, вы слышите друг друга. Вам есть к чему стремиться, у вас общие взгляды на вещи. И общие цели, вы должны поддерживать друг друга, быть командой. Причем это цели, планы не однодневные, а такие очень долгосрочные. Ну, двойка кубков, союз. Такое чувство, что здесь вот прям, знаете, идиллия. Идеальная история, когда все хорошо и все замечательно. Что он думает о ваших отношениях? Но здесь, во всяком случае, он считает, что вы девушка для семьи, вы женщина для семьи, и действительно можно идти вперед. О ваших отношениях непосредственно что думает? Туз мечей. Вы знаете, он уверен, что вы одержите победу. Проблема только в том, чтобы принять решение относительно того, чтобы быть вместе. Если есть в ваших отношениях какие-то переживания, влияние третьих лиц, обиды, это все ваши уроки, которые предстоит пройти. И он готов эти уроки проходить, он готов проходить вот эти вот испытания, он готов проходить вот эти сложности, трудности. Смотрите, если вдруг в вашей ситуации кто-то не свободен, потому что десятка кубков – это карта семьи, могут смотреть те, кто в браке за другим человеком, либо у кого загаданный человек, наоборот, в семье. Здесь одно другого не отменяет. Он думает о семье, но считает, что вас очень тянет друг к другу. И желание быть вместе, оно все равно должно быть реализовано. Просто здесь важно принять какие-то вот решения, что-то для себя
вот как будто бы решить и постановить. Но в данном случае он будет отводить вам роль верховной жрицы, да, то есть тайной женщины, и отношения ваши будут тайными. Но, тем не менее, он считает, что вы действительно друг к другу стремитесь. Для тех, у кого нет третьих лиц, он считает, что просто нужно пройти уроки, трудности и, собственно, быть вместе. Думает о создании семьи. Просто вот эти вот моменты, которые разбивают сердце, которые огорчают, которые омрачают вот это счастье, это все нужно преодолеть. А что он думает о ваших чувствах? Что он думает о ваших чувствах к нему? Он считает, что вас очень к нему тянет. Страсть, но вы вот эту страсть, вы ее сдерживаете. Вы стараетесь не терять голову, не поддаваться эмоциям. И вы знаете, ваши чувства, они были бы ярче, они были бы красочнее, но здесь вот этот здравый рассудок, да, умение мыслить здраво и сдерживать себя, оно приводит вас в состояние, знаете, вот хочу, но не могу. Двойка жезлов во многих колодах, даже эта карта отрисовывается как евнух, да, то есть хочу, но не могу. Вот этот вот здравый смысл, здравый рассудок, он не позволяет вам просто потерять голову и утонуть в этих эмоциях, но он считает, что вас к нему очень тянет, но вы намеренно себя сдерживаете. Что он думает о ваших мыслях в отношении него? Что он думает о ваших мыслях? Любовь. Вы хотите любви. На самом деле вы любви хотите. Вы хотите быть императрицей, женой, матерью. Вы хотите быть любимой женщиной. И он считает, что вы считаете, что ваши отношения, они действительно могут развиваться. И вы действительно можете обрести статус вот этой самой императрицы. Любимой, желанной, дорогой, счастливой. И здесь есть на самом деле к чему стремиться. И вот эта война, пятерка мечей, вот эти уроки, вот эти сложные моменты, они будут преодолены. Здесь важно понимать, чего я хочу. Да? Пятерка мечей – это победа любой ценой. Как только вы поймете, чего же на самом деле вы хотите, к чему вы стремитесь, вы сразу же одержите победу. На самом деле здесь все хорошо. Второй вариант – хороший вариант. Что он думает о вашем отношении к нему? Как вы в общем и целом к нему относитесь? Как вы к нему относитесь, по его мнению? Как к мужчине, который стремится стать императором, да, то есть жезловый король, вы полностью вверяете, он считает, что вы полностью вверяете все, что происходит между вами, в его руки. Он жезловый король, он мужчина, который проявляет инициативу для того, чтобы в ваших отношениях появился новый виток, новый росточек, новая страничка. И он считает, что да, вы действительно видите в нем императора, мужчину, который добивается цели и стремится подарить императрице статус матери, жены, да, то есть вам, сделать вас императрицей, быть вашим императором. На самом деле он понимает, что вы терять его не хотите, и он, собственно, терять вас также не хочет. А чего хочет он? Что он хочет? Чего он хочет? Перемен. Серьезных перемен. Вы знаете, все-таки здесь у большинства отыграются либо проблемы, связанные с влиянием третьих лиц, либо проблемы, которые решатся путем вот прям глобальной трансформации. Здесь возможно даже временное расставание, поездки, переезд, перемены такие кардинальные. И он понимает, что на самом деле здесь все в его руках. И он, соответственно, готов к этим переменам через трансформацию, через даже временное расставание. Он понимает, что здесь, знаете, через тернии к звездам, да, на самом деле к той цели, к которой стремитесь вы оба.
И он хочет на самом деле этих перемен, он стремится к этим переменам, он понимает, что все зависит от него, ну и, собственно, чувствует, что вы тоже на него полагаетесь, на то решение, которое примет именно он. Вот такая была у нас вторая позиция, уважаемые двоечки. Вот такой второй вариант. Благодарю всех за просмотр, буду рада и благодарна всем за обратную связь. Давайте к третьему варианту переходить. Его мысли о вас сегодня. Что он думает о вас? Что же он думает о вас? Троечки. Вы знаете, он видит, что вы стремитесь к любви, но какие-то невзгоды, какие-то трудности в прошлом, они как будто закрывают вам глаза. Вот обжегся молоком, дуй на воду. Вы когда-то раньше обожглись, вы когда-то раньше ошиблись, и теперь вы, искренне желая этой любви, вынуждены себя просто сдерживать. Но вы любви хотите. Он видит это, и он понимает это, он понимает ваши страхи. Что он думает о ваших отношениях, о том, что между вами? Что он думает о ваших отношениях? Есть над чем работать, есть над чем стараться, вы нужны друг другу. И на самом деле из вот этих сложных ситуаций вы поможете друг другу выбраться. То есть здесь нужно как-то постараться приложить усилия, помочь друг другу и через трансформацию прийти к тем переменам, которые приведут вас и ваши отношения в любовь. Вот в то счастье, которого вы жаждете, в то счастье, которого вы ищете. Что он думает о ваших чувствах? Как, по его мнению, вы к нему относитесь, что чувствуете? Много боли. Возможно, вот эта неприятная ситуация была именно с ним. Возможно, он причинил вам боль. Есть у вас чувства. Вы эмоционально зависимы, как он считает от него, да? То есть карта Луна, я не могу без тебя, но я не могу описать, что именно я к тебе чувствую. Есть страсть, есть притяжение, но здесь же и боль. Такое ощущение, что именно он вам эту боль и причинил в прошлом. И теперь очень сложно вам ему довериться, хотя этой любви вы действительно ждете и жаждете, и отпустить вы его не можете, и вперед с ним сделать шаг не можете, потому что эта боль, она еще внутри вас не отболела, да, она еще не прошла. Но он считает, что здесь есть к чему стремиться, он считает, что вы сможете совместно все это преодолеть и избавиться от этой боли. Да, он боится и чувствует, понимает ваши страхи. Поэтому, собственно, и готов стараться вкладываться и созидать для того, чтобы эту боль как-то вот нивелировать. Что он думает о ваших мыслях в отношении него? Но он видит, что вы стараетесь забыть эту боль. Он видит. Вы думаете сейчас о своем благополучии. На самом деле вы готовы дать новый шанс вашим отношениям, если он сделает вам какое-то предложение, от которого вы не сможете отказаться. Вы никуда не торопитесь, и он действительно понимает, что вы ждете каких-то шагов от него. Вы уже научены горьким опытом и не будете терять голову, когда, знаете, вот он пальцем поманил, и вы пошли. Здесь действительно нужно делать какие-то серьезные шаги навстречу. Он понимает, что вы от него ждете именно таких шагов. И он понимает, что вы все-таки, вот несмотря на всю эту боль, несмотря на все эти трудности, готовы с ним дальше продолжить этот путь. А как вы к нему относитесь, по его мнению? Что он считает? Как вы к нему относитесь? Как вы к нему относитесь в общем и целом? К королю мечей. Он считает, что он в ваших глазах, знаете, все еще злодей. Но злодей не потому, что он такой плохой, а потому, что он еще сопливый мальчишка незрелый. Но благодаря вот этому взрослению чувства у него есть.
Он понимает, что вы видите, что вы к нему, точнее, он к вам неравнодушен. И вот благодаря этому взрослению он как будто сейчас трансформируется из мечевого короля в кубкового, да, то есть из грозного, холодного, который может обидеть, в того, который действительно может любить и беречь. И на самом деле он понимает, что вы считаете, то, что ваши отношения — это такой союз, который, несмотря на все трудности, будет, вот знаете, вот десятка пентаклей, вот как магниты, сколько вас не разводи, вы все равно будете воедино соприкасаться, да, то есть эти трудности, они вас на какое-то время разделяют, а потом вы все равно будете объединяться. И он видит, что ваши мысли, они вот именно такие мысли, они живут в вашей голове. А чего он сам хочет? Чего он сам хочет? Он готов ждать, он готов действительно ждать, он видит, что нужно время. Вы знаете, здесь у многих вот эта боль, она может быть связана с другой женской фигурой. Это могли быть измены, это могли быть какие-то поступки, где он как-то взаимодействовал вот с этой мечевой королевой. И вы знаете, здесь я не могу сказать, что он эту даму, да, он скрывает свои мысли о ней, скрывает свое отношение к ней. От вас-то что хочет? Проблема в том, что он не выбросил эту вот даму, верховную жрицу, из головы. А от вас-то что хочет? Да, он хочет с вами идти вперед, но такое чувство, что он вот загладит свою вину и опять во все тяжкие пустится. Опасный тип. Опасный в каком плане? Он понимает, что он должен повзрослеть. Он понимает, он хочет брака. Он будет стремиться к официальным отношениям, к законному браку. Но дело в том, что он должен повзрослеть. И он понимает, что в данной ситуации вот этот вот процесс взросления им еще до конца не пройден. Он как будто немножечко заблудился, вот этот ваш товарищ троечки. А есть вообще вот что? Да, здесь на самом деле дурачок, которому надо взрослеть, отказываться от того, что мешает идти к заветной цели. Здесь обстоятельства сложатся таким образом, когда он вынужден будет повзрослеть и вырасти как личность. Поэтому на самом деле есть к чему стремиться, но будьте готовы к тому, что у него вот эти вот срывы, вот эти вот откаты назад, которые ведут его вот к этой верховной жрице, к мечевой королеве, они будут периодически возникать. Хотя настроен он на серьезные отношения. Такое ощущение, что просто товарищ не нагулялся. Вот такой был третий вариант. Я благодарю всех за просмотр. Я буду рада и благодарна всем за подписки, лайки и комментарии. До встречи с вами в новых видео.